Всем привет! Меня зовут Юлия Гендина. Вы находитесь на моем канале в YouTube. Мой канал посвящен интерьерному вязанию, как правило, крючком. Итак, у нас сегодня 5-й урок по мозаичному вязанию крючком. Я надеюсь, что вы прошли уже первые 4. Там важные есть ключевые моменты. И сегодня мы с вами приступаем к самому крутому, на мой взгляд, в мозаичной технике. И это мозаика из центра. И вязать мы с вами будем вот такой вот квадрат. Посмотрите. В чем круть? Круть в том, что нить не обрывается, мы вяжем из центра. В данном случае вы видите много цветов, но на самом деле здесь всего 2 нити. Я чуть позже про них расскажу и покажу. Но это не главное в этом квадрате. Главное, что у него нет расходящихся от центра 4 линий, которые обычно бывают при вязании мозаики из центра. Вот я вам для сравнения покажу, например, вот такой пример. Это тоже мозаика из центра, это подушка. То есть связан один большой квадрат и потом сшит в виде конверта. Так вот, на самом деле вот такой был, да, квадрат. Видите, вот центр, и вот расходящиеся от него такие очевидные 4 линии. А теперь давайте еще раз взглянем на наш квадрат, который мы с вами будем вязать. Этих 4 линий здесь не видно, а вместо них укладывается четко рисунок в виде вот такой вот звезды четырехконечной. И эта звезда, как вот по воде расходятся, да, круги, вот она расходится от центра. Это так называемая мозаичная звезда. Вот на ней я хочу вам показать сам принцип мозаики из центра. Сейчас давайте посмотрим немножко на пряжу. Пряжа это дундага. В данном случае это была одна пасма. Я просто размотала ее на 2 клубка и стала вязать 2 разными нитями. То есть я начала в одном клубке с одного цвета, в другом с другого, и эти нити сами ложились друг на друга, создавая мозаичный мне узор. Как вы знаете, в мозаике важна контрастность цветов, поэтому здесь эта контрастность абсолютно соблюдена, и получается такой вот интересный градиентный эффект. Мы с вами будем учиться на однотонной пряже, просто чтобы понять технику, но имейте в виду, что градиент очень хорошо ложится в мозаику. Итак, что нам понадобится с вами? 2 цвета однотонных, схема, крючок, их больше ничего. Поехали! Итак, давайте внимательно посмотрим на схему. Вот наш квадрат. Центр обозначен цифрой 0. 0 – это начальное кольцо наше, которое мы сделаем, кольцо амигуруми. И дальше у нас есть расходящиеся от центра цифры, от 1 и далее. Они обозначают номер ряда. То есть после кольца мы провяжем 1 ряд, далее 2, 3 и так далее. Кроме того, на этих угловых клетках, вот на всех угловых клетках в каждом ряду мы будем провязывать по 2 воздушных петли, чтобы соблюсти правила квадрата, чтобы у нас здесь были углы. Соответственно, в этих углах, вот эти углы, это у нас будут 2 воздушные петли. Что еще нужно понимать? Это мозаичная схема, как мы уже с вами проходили в предыдущих уроках. В нужных моментах нам нужно будет с вами вязать столбики с накидом вниз. Эти места я здесь помечу крестиками, как обычно. Везде, где нужны будут нам столбики с накидом, в каждом ряду мы будем их вязать. На схемах, которые вы увидите у меня в книге или в курсах, эти крестики уже будут стоять. Но здесь мы с вами быстро увидим, что можно вязать будет без схемы уже где-то с 3-го, с 4-го. Ну, с 3-го, наверное, вряд ли. Но ряда 6-го, 7-го вы точно сможете уже вязать без схемы, потому что поймете сам принцип. Цвет будем менять в каждом ряду. Здесь нить не обрываем, просто будем ее перекрещивать на углу. Заодно я вам покажу, как я вяжу квадраты, как я соединяю их, потому что я не люблю соединять посередине стороны. Я соединяю всегда на углу. Вот мы с вами попробуем это сделать. Итак, давайте приступать. Схему оставляем здесь. Я взяла толстую пряжу, просто чтобы вам лучше были видны петли. Вот такая у меня будет толстая пряжа. Беру первый цвет. Мы делаем вот это вот нулевое начальное кольцо. Классическое кольцо амигуруми. Если вы вдруг не умеете его делать, посмотрите, у меня на канале есть волшебное кольцо, или наберите в YouTube кольцо амигуруми. Итак, сделали начальное кольцо, вот у нас нулевой пункт выполнен. Начинаем выполнять первый ряд. Вяжем в кольцо, придерживая хвостик, столбик без накида, далее 2 воздушных петли, еще один столбик без накида,
снова 2 воздушных петли, третий столбик без накида, 2 воздушных и четвертый столбик без накида. Мы с вами вот этот вот первый ряд как раз вяжем, да, помните, я вам говорила, на углах у нас по 2 воздушных петли, вот мы их сделали, а по сторонам у нас по одному столбику. Но заключительные 2 воздушных петли мы не делаем, затягиваем кольцо. И соединять ряд я буду по-другому. Я буду соединять ряд столбиком с накидом, который будет у меня заменять 2 воздушных петли. То есть я делаю накид, ввожу крючок под обе дольки первого столбика и провязываю столбик с накидом. Но когда у меня остается на крючке 2 петли, я протягиваю через них второй цвет. Вот так. Здесь подтягиваю немножко предыдущий, увожу его туда вниз, он мне сейчас не нужен. Я буду сейчас вязать второй ряд уже новым цветом, тоже придерживая вот этот хвостик, чтобы сразу его вплести. Дальше, каждый ряд я начинаю одинаково. Вот у меня здесь образовалось такое вот отверстие, арка. Я сразу же в эту арку вяжу первый столбик. Провязала, хвостик придерживаю. Дальше смотрю на схему. У меня здесь крестиков нет, помните, мы с вами обсуждали в прошлых уроках, есть крестиков нет, просто вяжем столбики без накида. Значит, мы сейчас с вами провязали первый столбик, вот он. Это у нас будет заключительные 2 воздушных, когда мы дойдем до конца ряда. Сейчас мы провязали первый столбик, вот он, мы провязали. Нам нужно еще 2 штуки провязать и дальше 2 воздушных. Значит, здесь мы провязываем теперь столбики только в дальнюю стенку. Вот у нас следующий столбик. Провязали. И третий столбик в этом ряду мы провязываем в арку в следующую. То есть, видите, у нас на стороне получилось один столбик в арку, один столбик на стороне в дальнюю стенку и третий столбик в арку. Вот они у нас. Раз, два, три. Дальше 2 воздушных. И на этой стороне то же самое. Один столбик в арку. То есть теперь всего у нас в арке 2 столбика. Один столбик на стороне. Еще один снова в арку. 2 воздушных. Снова столбик в арку на стороне за дальнюю стенку и в арку. 2 воздушных. И заканчиваем опять в арку столбик. Один столбик на стороне и третий заключительный в арку. Мы, помните, начали с вами со столбика в первую арку, и вот мы в конце ряда вяжем второй столбик в эту же арку. То есть у нас получается, что в каждую арку связано по 2 столбика, между ними по 2 воздушных петли и на каждой стороне по одному столбику. Это у нас второй ряд. Теперь завершаем так же, как в предыдущий раз. Делаем накид, вводим крючок под обе дольки первого столбика. Начинаем вязать столбик с накидом, но когда остается на крючке 2 петли, этот цвет бросаем, возвращаем предыдущий и протягиваем его через обе петли. Подтягиваем синий, бросаем его и дальше переходим к третьему ряду. Что у нас тут в третьем ряду? В третьем ряду по-прежнему крестиков нет. Значит, вяжем просто столбики без накида. Раз, два, три, четыре, 5 теперь у нас будет на одной стороне. Начинаем сразу с первого столбика в арку. Первый провязали. Всего у нас здесь 5. Первый, второй, все за дальнюю стенку. Третий, четвертый и заключительный 5 в арку. Вот у нас 5 столбиков на стороне. Дальше 2 воздушных. Теперь вяжем также следующую сторону. Опять в арку 1. Дальше по стороне 2, 3, 4 и в арку 5. 2 воздушных. И опять в арку. Второй, третий, четвертый и 5 в арку. И последняя сторона. 2 воздушных.
Раз, два, три, 4 и 5-й заключительный в арку. Контролируйте себя, считайте петли, чтобы не привязать лишних, чтобы квадрат был четкий. Соединяем также накид, крючок вводим под обе петли первого столбика, начинаем провязывать столбик без накида. И вот когда остается 2 петли, этот цвет убираем, возвращаемся к предыдущему. Вот что у нас с вами получается. Мы с вами связали 3 ряда. Вот мы сейчас 3-й ряд связали. Переходим к 4-му. В 4-м мы уже видим крестик. Это значит, нам нужно не забыть будет здесь сделать столбик с накидом. Давайте посмотрим. Значит, нам сначала нужно будет провязать 1, 2, 3 столбика без накида, потом 1 с накидом и снова 3 без накида. Начинаем сразу с арки. 1-й столбик, 2-й столбик, 3-й. Провязали. Дальше опускаем столбик с накидом на ряд ниже того же цвета, то есть вот сюда. Делаем накид, снизу вводим крючок вот в эту перемычку. Провязали столбик с накидом, петля, которая осталась за ним, пропускается. И дальше 1, 2, 3 столбика без накида, 3-й из которых провязывается в арку. 2 воздушных. И то же самое мы повторяем на каждой из сторон. Столбик 1, 2, 3. 1 столбик с накидом. Снова 1, 2, 3 столбика без накида. Смотрите, провязала не туда случайно. То есть надо было уже 3-й провязать в арку. Я провязала в дальнюю стенку. 1, 2 и 3 уже у нас в арку. Опять 2 воздушных. И так мы вяжем каждую из сторон. Встречу вас вот здесь. Так, вот я довязала 4-й ряд. Соединяю, как обычно. Когда 2 петли осталось, возвращаюсь к моему бирюзовому цвету. И давайте смотреть, что нас ждет в 5-м ряду. В 5-м ряду у нас вот, вам не видно, а они есть. 1 крестик и 2 крестик. Значит, 1, 2, 3 петли без накида, 1 столбик с накидом, дальше 1 без, 1 с накидом и оставшиеся 3 петли без накида. Давайте так и провяжем. Значит, начиная с арки. 1, 2, 3 петли без накида, 1 столбик опускаем с накидом, 1 столбик без накида, снова 1 столбик с накидом. И осталось у нас 3 столбика без накида, 3-й из которых будет в арку. То же самое повторяем на других всех сторонах. Давайте еще одну с вами провяжу. То есть 1, 2, 3 столбика без накида, 1 с накидом, 1 без, 1 с накидом. И оставшиеся у нас тут 1, 2 и 3-й столбик в арку. Видите, уже рисунок вырисовывается. Смотрим, сравниваем, похож ли он на то, что у нас на схеме. Похож. Значит, продолжаем дальше вязать. Встречу вас на следующем ряду. Завершили 5-й ряд, переходим к 6-му. В 6-м ряду смотрим. Вот у нас крестик и вот у нас крестик. Значит, раз, я считаю, вот после вот этой клетки, да, это 2 воздушных у нас тут на углах. 1, 2, 3 столбика без накида, 1 с накидом. 1, 2, 3 без накида, 1 с накидом и 1, 2, 3 без накида. То есть, как видите, все очень просто. Начинаем в арку, 1-й столбик, 2-й, 3-й, дальше столбик с накидом. То есть, видите, мы обрамляем предыдущий столбик уже новым с правой стороны. Снова 3 столбика без накида. Теперь слева обрамляем. То есть я вас уже готовлю к тому, что по рисунку на самом деле очень хорошо видно, где какой столбик вязать. И оставшиеся 3 столбика. 1, 2 и 3-й в арку. То же самое делаем с других 2 сторон. 3 столбика без накида, 1 с накидом, обрамляем справа предыдущий столбик. Снова 3 столбика без накида, обрамляем слева.
и оставшиеся 3 столбика. Не забываем про 2 воздушных и вяжем также каждую сторону. Как вы могли заметить у меня в книге и в курсе по мозаичным квадратам, я крестики на схемах расставляю только на одном секторе, потому что на одном из 4, потому что все остальные, конечно же, повторяются. Это же квадрат, там все симметрично. Вот, рисунок четко расходится из центра, поэтому можно смотреть на схему только на один верхний сектор и просто повторять его на всех 4 сторонах. Так, вяжем последнюю сторону. 3 столбика без накида, 1 столбик с накидом, еще 3 без, 1 с накидом и заключительные 3 столбика, последний из которых пойдет как раз в первую нашу арку. Если что-то вам слишком быстро или наоборот медленно, помните, что вы смотрите это видео в YouTube, а в ютубовском плеере есть кнопки замедления и убыстрения потока. Так, возвращаемся к нашему ментоловому цвету. Так, вяжем дальше. Переходим к 7 ряду. Значит, в 7 ряду у нас опять 2 столбика с накидом будут вот здесь. Вот так пойдет. И вот здесь. Соответственно, считаем. После семерки 1, 2, 3. 3 пустых клетки. Это 3 столбика без накида. Дальше 1 с накидом. 1, 2 без накида, 1 с накидом. 1, 2 без накида, 1 с накидом. И 1, 2, 3. Что логично. Давайте посмотрим теперь на картинку. То есть где нам по картинке, судя по картинке, нужно будет опустить столбики. То есть очевидно, что вот здесь, то есть обрамить справа предыдущий. Очевидно, что вот здесь, то есть обрамить слева. И очевидно, что вот здесь в центре вот этой вот буквы П, чтобы наша звезда была остроконечной, так же, как и вот эта вот синяя. Видите, она тоже же остроконечная. Здесь вот есть вот такие вот лучи. Так и здесь нам тоже нужно будет сделать луч. То есть вот они, наши 3 столбика. Здесь, здесь и вот здесь. Очень хорошо видно на полотне. Начинаем. 1, 2, 3 столбика. Не забывайте за дальнюю стенку вязать столбики, которые идут по стороне. Дальше 1 столбик с накидом. Дальше доходим до середины этой фигуры. У нас по схеме там 2 столбика без накида. 1 столбик с накидом. 2 без накида. 1 с накидом. И теперь осталось 3 столбика без накида. Вот здесь 2 по стороне и 1 пойдет в арку. То есть вот мы сделали так, как хотели, как у нас по схеме нарисовано. То есть обрамили слева, справа и в центре. Делаем так каждую сторону. Соответственно, в следующем ряду что у нас будет? В следующем ряду давайте посмотрим на полотне прямо. То есть нам нужно обрамить. Здесь будет справа, здесь слева, здесь слева и здесь справа. Точно так же все. То есть мы всегда обрамляем. А потом мы опять же слева и справа обрамляем. И не забываем делать центральный вот этот вот луч. Давайте сейчас довяжем до конца этого ряда и провяжем вместе еще один ряд. Вот мы завершили 7 ряд. Переходим к 8. Как я и говорила, нам сейчас нужно провязать здесь справа. Видите, чтобы эта линия пошла наверх. Здесь слева. И здесь тоже слева и справа. Давайте проверим по схеме. Вот у нас по схеме 8 ряд. 4 крестика. То же самое. Значит, 1, 2, 3 столбика без накида. 1 с накидом. Вот он будет. 2 без накида. 1 с накидом. Вот он. 1 без накида. 1 с накидом. Вот он. Снова 2 без накида. 1 с накидом. И здесь оставшиеся 3. То есть и по рисунку, и по схеме очень хорошо видно, как вязать. И в чем прелесть, повторю, именно этой звезды в квадрате, что здесь рисунок очень хорошо складывается сразу в фигуру, и вам не нужно, вам очень быстро схема будет не нужна. То есть вяжем 1, 2, 3 столбика без накида, 1 с накидом. Вот справа обрамили, линия пошла наверх. 2 столбика без накида, 1 с накидом. Вот дальше линия опять же пошла наверх. 1 столбик без накида,
один с накидом. Теперь вяжем симметрично правой стороне, левую. То есть вот у нас столбик пошел с левой стороны и еще один с левой стороны. То есть симметрия. И осталось у нас раз, два столбика, третий в арку. Итак, мы с вами вяжем. То есть я специально схему распечатала не очень большую, чтобы вы поняли, что и без нее можно справиться. Но если будут вопросы, пишите мне в комментариях обязательно, я вам помогу, отвечу, и все, мы во всем разберемся. Для чего еще можно использовать такие элементы квадратные со звездой? Во-первых, вы можете навязать много-много разных цветов и потом сшить, и это будет плед или ковер. Можно сделать, как я, подушку, то есть связать большой такой квадрат, дальше сложить по принципу конверта и сшить, или там на пуговках сделать. Можно связать два таких квадрата и сшить как подушку с двух сторон, то есть не как конверт, а просто разных, например, цветов. Что еще можно сделать? Можно связать один такой квадратный ковер. В общем, на самом деле все зависит, безусловно, от вашей фантазии. Я думаю, что вы найдете, где применить, и обязательно используйте, попробуйте использовать градиент на окрашенную пряжу, чтобы получить такой очень интересный, расходящийся от центра многоцветный эффект. Будут вопросы, пишите, буду рада вашим комментариям, понравилось, не понравилось, получилось или не получилось, как бы вы использовали этот мотив. Хотели бы вы еще другие квадраты, например, попробовать, или вас больше интересуют узоры, которые мы вяжем по прямой. Буду рада. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые уроки. Успехов и здоровья. Пока-пока.